Скажи, что надо сказать. Скажи привет. Привет. Вы на канале? Да? Да. Мы отдали все документы адвокату. Сейчас покушаем, заказали покушать. И пойдем в музей. В музее будем смотреть мамонтов. Да? И saber-tooth cats. Кошки, саблезубые тигры. Да? Окей. Как хорошо, когда все молча кушают. Какая радость у мамы. Когда мы покушаем, мы пойдем в маму. В музей смотреть мамонтов, да. Да-да. Просто прекрасно. Brea Tar Pits. Идем? Да. Да. Здесь очень интересный музей. Раньше, давно-давно, 40 лет назад, и даже больше, здесь были, ну они до сих пор здесь есть, Tar Pits называется, где тара. И туда затягивала, да, вон мамонтов всяких разных. И разных животных, да, туда затягивала. Да, ну посмотри, посмотри. Туда затягивала их. И здесь очень много костей. Мы там были, но мы еще раз пришли. Можно? Да. Окей, спасибо. Стики. Стинки? Да, здесь пахнет тарой. И здесь внутри в музее там рассказывается, будет много всяких разных скелетов животных, которых затянуло в эти Tar Pits. Здесь нашли очень много разных животных. Саблезубых тигров, мамонтов. Ну, для детей очень интересно. Здесь такой как бы археологический музей. Да, Масюня? Да? Угу. Пойдем смотреть сейчас котиков саблезубых, больших тигров. Да. Вот эти саблезубые тигры, которых мы идем смотреть. Да. Да, вот там тоже тигры саблезубые. Brea Tar Pits. Горки. Уи, это на колясочке с горки, да? Уи. Мама не может больной рукой удержать ничего. Опа! Сонь, давай ты веди коляску. Это у мамы Бобо ручка. Это sloth, ленивец, большой, огромный ленивец, который раньше жил давным-давно. Да, и кушал листик. Листики кушал? Да, смотри на деревья. Это Мириам. Мирим? Да. Окей. Пойдем других смотреть. Если нужно тянуть эту ручку. Ручку нужно... Ой, ее тяжело тянуть. Тяжело. Пускай Соня поможет. Давай Соня поможет. Очень тяжело тянуть. Там тар. Это вот тара, которая внутри находится. Вот в такой таре завязали эти мамонты и другие животные. Да, они все завязали, стики очень, да, там это тара, которая здесь была. Соня, смотри, как Соня делает. Видишь, Соня еле-еле может поднять. Не можешь? Давайте. Вот поэтому они не могли выбраться оттуда, потому что так тяжело там. Они завязали и не могли выбраться потом никак. Поэтому у нас есть их кости. Вон кости больших мамонтов. Да. Идем, пойдем смотреть других, да? Других пойдем смотреть? Это кто? Байсон? Да, это большой байсон. Баффало. А вон там разные
огромные верблюды. Ну вот и верблюды. И мамонты будут скоро, там он стоит еще. Очень много. А вот мамонт. Настоящий мамонт. А Кристина испугалась и спряталась, да? Ты боишься его? Зачем ты боишься? Он же не настоящий. I used to, the last time I was here, I was kind of afraid of that. You were scared of him? Huh? I was a little bit afraid of that. Ты спряталась? But, nah. Он не настоящий. Да. Вика не боится, да? Да. Да. А вот это колумбийский мамонт. Он был самым распространенным мамонтом. Я иду, подожди. Он был огромный, 12 футов высотой и весил. И весил 15,000 pounds. Вау. 15 тысяч паундов. Вот. Он очень был большой мамонт. Идем. А здесь волки. Волки. И тут очень много этих волков. Вот здесь целое сборище их голов. Этих волков. У них зубы большие, да. Большие зубы у этих волков, да. А там еще, вот они, эти волки, целиком. Я иду. Вот он этот. А это нет, это не волк, это giant jaguar, ягуар какой-то был, который видел раньше, давно-давно. Киска большая, да. Как у нас, ну, чуть побольше. Но похоже, да. А здесь работают scientists, ученые. Они вот достают эти маленькие косточки и изучают их под микроскопом. А нам все видно из-за стекла, как они это делают. Да? Сейчас пойдем еще, подожди, не торопись. Мы же смотрим, как дяденька работает. Freshwater shells. Freshwater shells, oh, those are tiny. Смотри, здесь интересно как. Там дядя работает. Еще пойдем сейчас, подожди. А тут большая киска набросилась на большую sloth. Tiger. Как киска, только с большими зубами. Загрызла его, да? Тебе страшно? Ты прячешься? Нет. Нет, не страшно? How does she think the other thing is scary when this is? Да. А? We really found camels here, and yes, we have the camels. We have the one on the other side that is put together. You guys can see that, and so a lot of people aren't familiar. But when we have a lot of the animals, like the horse, the camel, they started here and then they went back over, and then they're more familiar. But the camel here looks more like the alpaca llama in South America, even though there is a relation to the camel that you're tying to eastern, more near the Fertile Crescent in North Africa. Now, are you guys ready to head out? All right, now let's follow me to our first stop at the lake pit. Way after these Ice Age animals have been getting entrapped. This was an old quarry site. This was owned by the Hancock family. This was just a section of the property. Majority of this land here in Los Angeles was owned by them, and they were using it to mine for the asphalt found here.
And when they were collecting that asphalt, they were using it for pitch. They were using it for some of the ships in San Pedro. They were using it for some of the early lanterns here in Los Angeles. And they were shipping it up to San Francisco to help pave the roads over there. Now, as they were digging up that asphalt, they were finding bones. At the time though, they actually tied it to the cattle ranch that was here before the Hancock family acquired the land. So when they were finding ancient bison fossils, they thought it was bovine bones from the cattle ranch. When they were finding extinct western horse fossils, they thought it was horses that the Portuguese and Spanish brought over. Now, it wasn't until they started seeing and recognizing other fossils that were tied to Ice Age animals found in Europe that they realized what they had. However, like most things, it takes a little while to raise some money, and it wasn't until 1906 that a paleontologist from Berkeley was able to raise enough money for a couple of small-scale excavations. Now, with this guy from Berkeley, we don't include him in our 1913 fossil collection because he took all those fossils back with him to Berkeley. They're not with our collection, but they are part of our history. And he found a lot of interesting animals. There was the Merriam condor that was named after him. And if you guys get a chance, you guys can check that out. Because here in the winter months that we've been having, it is, you know, we have the rain that has covered it just by an inch or so. But with all this stuff here, you can see the bubbles of asphalt coming up in certain areas. And it is a lot harder for animals to see it. It's just like a person, normal mud. Yeah, so kind of like mud. Yeah. So when we're looking at these seeps, you know, I've been trying to stay away from a certain word because there are a little bit discrepancies with what you guys are seeing. Where are you stepping, guys? I'm so sorry about this. Пойдем посмотреть? Пойдем. Alright, you guys, so just watch where you're stepping. We're gonna come back up the same way, right? Yes, we are coming. So if you guys want to leave the story here, you guys can do so. Or if you guys want to stay up here, you guys can do so. But if you want to get closer to the fossils, you guys can go. Видишь? Как они там все застряли, да? Alright, you guys, so I know there are some wet areas. So I do have a few favors when we're in here. First thing is, please do not throw anything into this dig site. Like I was talking earlier, with animals, they just stay on the surface. They don't sink. So when you throw trash in here, it just stays on the surface. And it doesn't decompose like, let's say, an animal would. So it just stays there for a long period of time. Now the other favor I have to ask is, because there is a little bit of an echo in this building, if you guys can hold on to your conversations until we get outside, it's a little hard to compete with the noise level in here. Alright. Now you guys are looking at, you're standing in front of the 101st pit dug here in Hancock Park's property. This is, you guys are looking for any of them. I think right now they are out on break, but this is our most current excavation site. Now this is Project 23. Project 23 started in 2006, and what happened in 2006 to get us all these lovely boxes here? Well, next door, MACMA, the art museum, decided they wanted to start building an underground parking lot. Now when you're building an underground parking lot next to one of the largest fossil deposits of Ice Age animals in the world, what do you think you're going to find? Yeah, fossils. Now they found a total of 16 large fossil deposits, and those large deposits were broken up into 23. Вау, мы залезли на огромную sloth. Да? Уху. Все, мы посмотрели тур. Залезли на sloth. Ленивца такого большого. Да? Сейчас уже поедем домой. Giant sloth? Да. Кристин, пойдем!
Уи! А-а-а-а-а. Побежали. Пойдем сфотографируемся с мамонтами и уже все. Пойдем домой к машинке. Да? А? Пойдем. Вон там мамонты. Завязли. Да. Пить? Окей. Вот как завязали эти мамонты в таре. Бедные. Папа упал, а мама с бебечкой стоят. Видишь, да, как они завязли там в таре? Видишь? Мамонты, да? Да. А Вика, хулиганка, бегает. Хулиганка. Мама, why don't you Да. If that bird fell into the carpet, then it would be a good example of what it would be like for other animals in the Ice Age too. Be stuck in there. Right now, you mean? Yeah. That bird that just flew by like real close to the tar. I'm sure it happens sometimes.